Всем привет! Сегодня готовим простой, быстрого приготовления полезный цельнозерновой хлеб на закваске. Хлеб готовится очень быстро, от замеса теста до выпечки уходит всего около 4 часов, поэтому это хлебушек одного дня. Готовится он очень просто, замес можно сделать и руками, и миксером, ручным или стационарным, как вам удобно. Для этого хлеба мы будем готовить опару за ночь, поэтому мы можем использовать для старта либо пшеничную закваску, либо ржаную закваску, такая, какая у вас есть. У меня будет пшеничная закваска моя, я недавно ее использовала, она у меня очень активная, хорошая. На данный момент она у меня не на пике, но я довела ее до комнатной температуры. То есть достала баночку, поставила на столе, она постояла и стала комнатной температуры. Для опары в миске я смешиваю 40 грамм стопроцентной закваски, у меня, как я сказала, пшеничная, у вас может быть ржаная. Сюда же я добавила 180 грамм воды комнатной температуры. Все это хорошенечко перемешиваем и добавляю 180 грамм цельнозерновой ржаной муки. Моя цельнозерновая ржаная мука очень грубого помола с большими частицами, но посмотрим, что получится. Я делала этот хлеб точно такой же, но на обдирной муке получилось очень вкусно, очень ароматно. Сейчас посмотрим, как будет себя вести именно такая мука грубого помола. Все это хорошо перемешиваем, получается вот такая густая липкая масса, выравниваем поверхность, накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре на ночь. Сейчас у меня около 8 вечера и она будет стоять у меня до 9 утра. Вот так выглядит моя опара утром, очень хорошо поднялась, хорошо разрыхленная. Но она поднялась всего в 2 раза, в то время как на обдирной муке подъем был в 3 раза к утру. И для такой муки грубого помола это абсолютно нормально. Для приготовления теста в большую миску я вливаю воду, здесь у меня 250 грамм теплой воды по градусам примерно около 28 градусов по Цельсию. И дома комнатная температура у меня около 23 градусов по Цельсию. Сюда же я опускаю всю нашу опару, которая образовалась, получилось ее много, и она очень густая. Хорошенечко ее перемешиваем, так чтобы она полностью вся разошлась в жидкости. Опара такая густая, плохо расходится, поэтому сначала я ломаю ее на небольшие кусочки с помощью лопатки и затем уже все перемешиваю окончательно. Закваска полностью разошлась, теперь я добавляю 11 грамм сюда соли и 25 грамм меда. Если у вас меда нет или по каким-то причинам вы не хотите его использовать, то мед можно заменить на патоку, можно заменить на экстракт солода или в крайнем случае можно заменить просто на сахар. Все это хорошенечко перемешиваем до полного растворения всех кристаллов соли и расхождения меда по жидкости. Хлеб у нас сегодня цельнозерновой, поэтому я добавляю 185 грамм цельнозерновой пшеничной муки и сюда же 185 грамм цельнозерновой ржаной муки. У меня все та же мука грубого помола. Объединяю все ингредиенты лопаткой, просто перемешиваю для полного увлажнения муки. Обычно это тесто я делаю в стационарном миксере и вымешиваю его с помощью насадки лопатка. Но хочу вам показать, чтобы вам было лучше видно, в этот раз я взяла насадку крюк и ручной миксер. И на данном этапе тесто нужно повымешивать. Включаю я прям таймер и ставлю минут на 5-6. Хорошенечко вымешиваю тесто со всех сторон. Здесь мы не ожидаем большого развития клейковины. Тесто рыхлое и мягкое, и очень такое липкое, густое. Но тем не менее, на мой взгляд, это очень хорошо улучшает структуру и текстуру теста. Если у вас миксера никакого нет, то, конечно, это тесто можно также вымесить и руками. Просто оно будет сильно прилипать к рукам. На данном этапе я уже остановила свой миксер, повымешивала тесто 5 минут и добавляю 2 столовые ложки растительного масла. И снова вымешиваю еще 1-2 минуты. И на этом с замесом практически все. Я свой замес закончила, проверяю тесто силиконовой лопаткой. К силиконовой лопатке меньше такое тесто прилипает. Тесто хорошо собирается, оно мягкое, очень липкое, но тем не менее в комочек собирается. Вот такой. Тесто готово. По текстуре это тесто на данном этапе должно держать хорошо форму, и при дотрагивании чистыми руками к тесту тесто к рукам не прилипает. Отставляем пока тесто в сторону и подготовим в этот момент форму. Обрабатываем форму растительным маслом со всех сторон очень тщательно, так чтобы тесто не прилипло. Формочка у меня это маленькая, по донышку ее размера 16 на 8 см и высоту около 10 см. Это небольшая хлебная форма. Стол я также смазываю растительным маслом достаточно обильно, и руки тоже смазываю растительным маслом. Выкладываем тесто на стол.
Тесто очень мягкое, эластичное, пластичное, но при этом очень хорошо держит свою форму и не растекается. Собираем его в комочек. Проходимся со всех сторон руками. Если нужно, можно воспользоваться шпателем. Это очень удобно, чтобы задать нужное направление. И практически наш хлеб уже и готов. Выравниваю я поверхность. И с помощью шпателя переносим нашу заготовку в форму. В форме по необходимости снова задаем направление нашему хлебу, тесту выравниваем поверхность, потому что тесто будет лежать так, как оно сейчас лежит, и запечется именно в таком виде. Поэтому если поверхность будет неровная, то испеченный хлеб тоже будет неровный. Я прохожусь силиконовой лопаткой снова, это очень удобно, к ней тесто не прилипает, и она также не царапает формочку. Закрываем теперь заготовку пленкой и ставим наше тесто на расстойку. Стоять он у меня будет где-то часа 3-4 до подъема как минимум в 2 раза. Ставлю я его в тепло примерно при температуре 28 градусов по Цельсию в слегка нагретую духовку. Тесто у меня в итоге простояло 3,5 часа, вот так оно поднялось примерно в 2 раза. Опрыскиваем тесто сверху небольшим количеством воды и отправляем выпекаться. Все температуры выпечки только что были у вас на экране. Готовый хлеб сразу же вынимаем из горячей формы на решетку и даем ему остыть. Обычно хлеба с большим содержанием ржаной муки я накрываю полотенцем до полного остывания и даю остыть на решетке несколько часов. И как только хлеб остыл, я убираю его в пакет и оставляю так на ночь до утра для стабилизации. Так хлебушек будет более мягким к утру. Ну и утром, когда хлебушек уже остыл и полностью стабилизировался, отдохнул, можно его вынимать и нарезать и пробовать. И еще раз хочу обратить ваше внимание на выбор муки. У меня мука была ржаная цельнозерновая грубого помола, такой хлеб поднимается примерно в 2 раза. Чем грубее мука, тем более плотная текстура хлеба получается. Но несмотря на плотность своей текстуры, этот хлеб очень хрупкий и мягкий. Давайте разрежем и посмотрим. Вы видите, как легко нож входит в хлеб. Хлеб отдохнул, полежал, корочка у него стала мягкой, и внутри он тоже очень мягкий, несмотря на то, что он плотный. Это очень вкусный, хороший серый хлеб. Посмотрите на равномерные поры. Мякиш замечательный, он не мокрый, не влажный, не скатывается, не тянется за ножом. И посмотрите, как легко он ломается. Очень вкусный, ароматный, полезный и очень быстрый хлеб. Ну и как и все хлеба на закваске, этот хлеб долго остается свежим и мягким и ароматным. Очень хорошо подходит к супу, с утренним бутербродом, с паштетом, с икрой, с колбаской, все что угодно для вашей души, так как вам нравится. Очень вкусно, я лично обожаю его с паштетом. Попробуйте приготовить и дайте мне знать, как вам понравился этот хлеб. Если у вас остались какие-то вопросы, то на все вопросы я отвечаю в комментариях.